Доброе время суток, друзья! Я Элсив. В Героях-генералах я играю под ником Айдарки. Я долго искал, но так и не нашел углубленных и актуальных гайдов по пилотированию в этой замечательной игре. Ну и думаю, с этого и начну. Первая часть, которую вы сейчас смотрите, будет посвящена общей механике и больше рассчитана на совсем зеленых новичков. А в остальных частях, а их будет минимум 3, я расскажу углубленно о каждом тире самолетов, доступных в игре на сегодняшний момент. В Героях и Генералах имею около 200 часов за пилота и очень долго откладывал создание данного гайда в связи с последними патчами, в корне менявших механику самолетов раз за разом. Всю информацию, что я предоставлю, беру со своего опыта и не настаиваю на том, что она единственно верная, но я думаю, вы найдете что-то полезное для себя. Что же представляет из себя авиация в Героях и Генералах? Пилот является самым сложным в освоении класса. Но это оправдано, ведь даже один сильный пилот может изменить ход всего боя, не говоря уже о нескольких. Пилот может очень сильно затормозить наступление противника, находясь практически в полной неуязвимости от атак с земли. За полчаса боя выкосить 50, а то и сотню пехоты, стать занозой для танкистов и десанта. А также это отвратительное постоянное жужжание над головой. Давайте начнем с того, как стать пилотом. В случае, если у вас есть старый пехотинец или любой другой класс, вы сможете просто перевести его в пилота, заплатив за это 114 тысяч кредитов или 450 золота. Но в том случае, если вы начали играть недавно, у вас такой возможности уже не будет, и вам придется покупать пилота как отдельного персонажа. Вы сможете взять пилота нулевого уровня за 200 тысяч кредитов или 2000 золота, 12 уровня за 395 тысяч кредитов или 3700 золота, 15 уровня за 579 тысяч кредитов или 5200 золота. Разница между ними будет только в зарплате и наличии командных точек для участия в войне. Самолет, независимо от уровня, вы получите первого тира. Он очень дешевый в плане ремонта, и с ним вы можете не бояться уйти в огромный минус, а за бой, в котором сможете набить 1500-2000 опыта, будете иметь доход в районе 12-15 тысяч кредитов. В игре присутствует 3 тира самолетов. Первый — это легкие разведсамолеты, ну или в простонародье это кукурузники. Второй — это легкие истребители, и третий тир — это тяжелые истребители. По своему опыту я могу сказать, что все 3 тира кардинально различаются по стилю игры и требованиям к навыкам игрока. Умерев 15 раз на самолете разведчики и набив небольшое количество опыта, вы навряд ли уйдете в минус. Но если вы повторите данный рекорд на тяжелом истребителе, то это сильно ударит вам по карману, так как спаун одного тяжелого истребителя стоит порядка 900 кредитов, в отличие от 55 за самолет первого тира. Давайте взглянем, на чем мы можем полетать в гиде. Первый тир – самолеты разведки, представлен нам такими самолетами, как моноплан Curtiss О-52 за Америку, моноплан Henschel HS-126 за Германию и биплан Поликарпов ПЗ за Советский Союз. Второй тир – легкие истребители, это Curtiss П-40 за Америку, Мессершмитт БФ-109Е за Германию и Як-9 за Советский Союз. И последний, третий тир – это тяжелые истребители П-38 Lightning за Америку, Мессершмитт Ме-410 за Германию и Петляков П-3 БИС за Советский Союз. На данный момент для самолетов Мессершмитт БФ-109, Як-9 и П-38 Lightning существует возможность покупки альтернативных скинов. Для каждого из них есть 3 альтернативных скина. Ко всем 3 относится следующее. То, что если вы купили любой из этих самолетов до патча 1.03, то на сегодняшний день его окрас будет для вас уникальным, так как новые самолеты, купленные после выхода патча, будут иметь изначально вот эти скины. Ну а также за серебро можно будет купить скин Осколки Лес для Мессершмитта, Кожедуб двухоттенковый для Яка и скин под названием Темная земля и зеленый для П-38 Lightning. В последнем патче добавили новые схемы управления, более легко осваиваемые, чем классическая. Первая и вторая схема, это мышь и камера, весьма похожи. Ваш самолет будет следовать за прицелом, но есть небольшие отличия. Так, например, при виде от первого лица в режиме маус, мышь, ваша камера будет двигаться вместе с корпусом самолета, а в режиме камеры при виде от первого лица ваш обзор не будет закреплен за положением корпуса самолета, что не очень удобно. В режиме управления камерой и мышью при нажатии на кнопки А и Д
вы будете управлять креном самолета, а при нажатии на кнопку Shift вы будете включать режим свободной камеры, во время которого самолет не будет следовать за вашим курсором. Клавиши W и S будут отвечать за тягу. Третий режим называется Classic, самый сложный из трех в освоении. Как понятно из названия, до патча 1.03 он был единственной схемой управления. Отличается от других сложностью освоения, так как не похож ни на один тип управления из других игр. Но, овладев им, вы сможете раскрыть потенциал вашего самолета на все 100%. В классической схеме управления осуществляется следующим путем. Кнопки W и S все так же отвечают за тягу. А и D за рыскание. Движение мыши вправо и влево за крен. Движение мыши вверх и вниз отвечают за тангаж. Но когда вы нажимаете Shift или Ctrl, включается альтернативное управление самолетом. Клавиши W и S отвечают уже не за газ, а за тангаж. Клавиши А и D начинают отвечать за крен, а не за рыскание. Движение мыши влево-вправо начинает отвечать за рыскание, а не за крен. Также используется клавиша F. При ее нажатии ваш самолет выровняется относительно горизонта, и движение мыши влево и вправо будет отвечать за рыскание, движение вверх и вниз за тангаж. Альтернативное управление самолетом в данной раскладке применяется для выполнения резких маневров. Нажатие клавиши F в основном используется для атаки наземных целей или воздушных, летящих по прямой траектории относительно вас. По центру экрана находится полоса тяги. Здесь есть движущийся ползунок, который отвечает за ограничение максимального порога тяги, и отметка оптимальной тяги. Заполнение полоски белым цветом – это скорость вашего самолета. В обновлении 1.03 тяга перестала быть показателем, влияющим в основном на вашу скорость. В воздушных боях тягу и скорость можно расценивать как ресурс, так как самолеты стали очень быстро терять свою скорость при маневрах и поворотах. Преимущество запаса скорости порой может решить исход сражения, так как потеря скорости делает ваш самолет очень легкой добычей как для вражеских пилотов, так и для зенитных орудий, ну и порой для танкистов. В особенности это касается тяжелых самолетов. Ну, раз мы разобрались, что такое тяга, давайте разберемся, как ее управлять. В меню можно увидеть 3 пункта. Первое – это ступенчатое. Соответственно, одно нажатие на W или на S передвигает ползунок ограничения тяги на 1/6 всей полоски. В режиме плавного контроля при зажатии клавиш W или S происходит плавное увеличение или снижение тяги. В режиме автоматической регулировки тяги положение ползунка будет автоматически выставляться на оптимальные значения для текущей скорости. То есть при тяге, начиная от максимальной и заканчивая той скоростью, при которой самолет начнет заваливаться, отпускание клавиши приведет к тому, что ползунок сам вернется на значение оптимальной тяги. Но при снижении скорости ниже порога сваливания будет возвращаться уже в нижнее положение. Если в режиме автоматического контроля тяги удерживать кнопку Shift или Ctrl, то ползунок будет зафиксирован на месте и будет находиться в таком положении до тех пор, пока вы не отпустите эту кнопку. У каждого самолета помимо бомб есть 3 вида боеприпасов. Заводские обладают малым уроном и плохой бронебойностью. БПСЖО – повышенная бронебойность. Третий вид фугасный для поражения живой силы противника. БПСЖО, они же АПКР, лучше всего подходят для воздушных боев и расстрела наземной техники. Не рекомендую использовать фугасы в воздушных боях, так как, во-первых, вам нужно попасть в кабину, чтобы убить пилота. Ну и во-вторых, самое главное, наверное, это то, что за сбитие самого самолета вам дают во много раз больше опыта и, соответственно, кредитов. Также самым оптимальным вариантом является наличие у вас сразу 2 пилотов. Один с бронебойными на всех самолетах, другой с фугасами. И, пожалуй, последний вопрос, который я постараюсь рассказать в этой первой части, это то, как находить наземные цели. Если вы знаете, где искать врага, то считайте, что полдела уже сделано. Для этого вам просто нужно знать точное место респауна на конкретной точке и приблизительные маршруты, по которым чаще всего двигается враг. Возьмем, например, карту аэродром. Ветка С, мы в защите. Если С2 наша, тогда точка респауна находится позади точки С1. Если С2 точка уже захвачена врагом, тогда точка респауна находится между точками С1 и С2. Если контрольная точка О1 захватывается врагом и уже перешла в красный цвет, но не захвачена полностью,
тогда точка респауна находится между С2 и О1 на дороге. Ну и соответственно, если точка О1 уже захвачена врагом, тогда точка респауна находится около реки рядом с точкой О1. Этот алгоритм подходит ко всем точкам на всех картах. Со временем, играя, вы запомните, откуда ждать появления врага и на каком участке маршрута его ловить. Пожалуй, на этом моменте я закончу вводную часть серии. И буду рад вашим комментариям. Постараюсь на все ответить. Увидимся на поле боя.